Что скрывает Шумгара? Тайная могила Рюрика. В туманном утреннем свете, когда первые лучи солнца едва касаются вершин деревьев, возвышается загадочный холм, который местные жители называют Шумгарой. Этот древний курган, словно великан из прошлого, наблюдает за всеми, кто осмеливается приблизиться к его подножию. Легенды о нем передаются с поколения в поколение, и каждая история добавляет новые штрихи к его таинственной истории. Говорят, что внутри него скрыты несметные сокровища, а вокруг бродят духи тех, кто пытался проникнуть в его тайны. Но самое удивительное заключается в том, что ученые до сих пор не могут точно сказать, как и когда этот курган появился на земле Новгородской области. Шумгара расположена среди бескрайних лесов и полей, которые кажутся нетронутыми временем. Ее высота составляет около 30 метров, что делает ее заметной даже издалека. С первого взгляда может показаться, что это просто природный холм, но при внимательном рассмотрении становится ясно, что его форма слишком правильная, чтобы быть случайной. Ученые предполагают, что курган был создан руками людей, возможно, еще во времена до нашей эры. Однако точная дата его появления остается загадкой, которая манит исследователей со всего мира. Одним из самых известных рассказов о этом холме является легенда о Рюрике, который якобы был похоронен внутри кургана вместе со своими доспехами и оружием. Согласно преданию, этот воин был великим защитником своего народа, и после его смерти люди воздвигли над его могилой огромный холм, чтобы почтить его память. Но есть и другая версия, более мрачная и тревожная. По этой версии, курган был построен не для того, чтобы хранить память о герое, а чтобы запечатать внутри него нечто опасное, что могло бы угрожать всему живому. Именно эта версия больше всего будоражит воображение тех, кто слышит о Шумкургане впервые. История исследований кургана началась еще в XIX веке, когда первые археологи попытались раскопать ее. Одна из таких экспедиций закончилась весьма необычным образом. По словам участников, они обнаружили узкий вход, ведущий внутрь холма, но как только они попытались войти, их охватило странное чувство тревоги. Воздух казался тяжелым, а звуки шагов отзывались гулким эхом, которое словно исходило откуда-то из глубины земли. Через несколько часов работы вся группа была вынуждена прекратить раскопки, так как многие ее члены начали жаловаться на головные боли и странные галлюцинации. С тех пор никто не решался повторить попытку проникнуть внутрь кургана. Но не только научные исследования привлекают внимание к этому холму. Местные жители рассказывают множество историй о странных явлениях, происходящих вокруг этого места. Одна из них повествует о человеке, который однажды ночью решил провести время у подножия кургана. Он разбил палатку и разжег костер, чтобы согреться. Когда он уже собирался лечь спать, то услышал странный шорох, доносящийся из темноты. Он выглянул наружу и увидел, как по склону кургана медленно движется светящаяся фигура. Человек был настолько напуган, что немедленно собрал свои вещи и убежал, не оглядываясь. На следующее утро он вернулся, чтобы забрать оставленные вещи, но ничего не нашел. Ни палатки, ни костра, все исчезло без следа. Есть еще одна удивительная история, связанная с Шумгарой, которая произошла в середине 20 века. Одна молодая девушка, гуляя по окрестностям, решила забраться на вершину кургана. Когда она достигла его вершины, то заметила, что трава вокруг нее стала двигаться, хотя ветра не было. Внезапно она услышала голос, который звал ее по имени. Девушка замерла от страха, но голос продолжал звать ее все настойчивее. Она бросилась бежать вниз, но когда остановилась и обернулась, то увидела, что на вершине кургана стоит силуэт человека, который махал ей рукой. Этот случай стал широко известен, и многие начали считать, что Шумгара обладает какой-то мистической силой. Ученые пытаются найти рациональное объяснение всем этим событиям. Одна из теорий заключается в том, что курган может находиться на пересечении геологических разломов, которые создают магнитные аномалии. Эти аномалии, в свою очередь, могут влиять на восприятие людей, вызывая у них галлюцинации или странные ощущения. Однако эта теория не объясняет всех загадок, связанных с Шумгарой. Например, почему некоторые люди, побывавшие рядом с курганом, утверждали, что чувствовали себя совершенно иначе,
чем раньше. Их рассказы часто содержали упоминания о внезапных озарениях или изменениях в мировоззрении. Кроме того, нельзя не упомянуть о роли шум-кургана в культуре местного населения. Для многих жителей Новгородской области этот курган является символом их родины и источником гордости. Они организуют праздники и фестивали, посвященные его истории, а дети с раннего возраста слушают сказки о его таинственных обитателях. Одна из таких сказок рассказывает о маленьком мальчике, который однажды заблудился в лесу и нашел убежище у подножия кургана. Там он встретил старика, который научил его секретам природы и рассказал о древних обычаях. Когда мальчик вернулся домой, он стал самым мудрым человеком в своей деревне. Эта история передается из поколения в поколение и напоминает о том, что природа и история всегда готовы поделиться своими знаниями с теми, кто готов их услышать. Однако не все легенды о кургане такие доброжелательные. Некоторые из них предупреждают об опасности, которая может подстерегать тех, кто слишком любопытен. Например, существует поверье, что если человек найдет вход в курган и попытается войти внутрь, то он никогда не вернется обратно. Говорят, что внутри кургана находится лабиринт, который специально создан для того, чтобы запутать любого, кто осмелится нарушить его покой. Те, кому удавалось выбраться из этого лабиринта, рассказывали о странных звуках, которые слышали там шепот, шаги и даже крики. Эти звуки, по их словам, были настолько реальными, что невозможно было отличить их от настоящих. Несмотря на все эти предостережения, интерес к кургану только возрастает. Современные технологии позволяют ученым проводить исследования, не нарушая целостности кургана. Например, с помощью георадара можно получить представление о внутренней структуре холма, не прибегая к раскопкам. Одно из таких исследований показало, что внутри кургана действительно есть пещеры, которые могут быть искусственного происхождения. Это открытие вызвало новый всплеск интереса к кургану и породило множество догадок о том, что же может скрываться в этих пустотах. Одна из наиболее интригующих гипотез заключается в том, что Шум-гора могла быть частью древней системы обороны. В этом случае курган мог служить наблюдательным пунктом, с которого можно было контролировать окружающую местность. Подтверждением этой теории могут служить археологические находки, сделанные в окрестностях кургана. Например, здесь были обнаружены остатки древних поселений и предметы быта, которые указывают на то, что люди жили здесь на протяжении многих веков. Возможно, курган был центром жизни этих поселений, местом, где принимались важные решения и совершались ритуалы. Но есть и другие теории, которые еще больше усложняют картину. Например, некоторые исследователи считают, что Шум-гора могла быть священным местом, куда люди приходили, чтобы общаться с предками. В пользу этой версии говорит тот факт, что курган расположен в месте, где сходятся несколько природных ландшафтов лесов, полей и рек. Такая местность часто выбиралась древними народами для проведения религиозных обрядов. Возможно, именно поэтому вокруг кургана сохранилось так много легенд и поверий. Современная наука продолжает изучать курган, но каждый новый факт лишь добавляет вопросов. Почему этот курган так сильно отличается от других подобных сооружений? Что скрывает его внутреннее пространство? И главное, какую роль он играл в жизни древних людей? Ответы на эти вопросы могут изменить наше понимание истории не только Новгородской области, но и всей России. Каждый, кто хотя бы раз слышал об этом загадочном кургане, невольно задается вопросом, что же скрывается за его древними склонами? Возможно, это место действительно хранит в себе ключ к пониманию тайн прошлого, которые до сих пор остаются неразгаданными. История этого кургана словно переплетается с самой историей человечества, становясь отражением наших страхов, надежд и стремлений. Она напоминает нам, что даже в современном мире, полном технологий и знаний, есть уголки, где время будто замерло, а природа и история продолжают говорить на своем языке. Одной из самых удивительных особенностей кургана является его способность вызывать совершенно разные чувства у разных людей. Для одних он становится символом покоя и умиротворения, местом, куда хочется возвращаться снова и снова. Другие же испытывают рядом с курганом тревогу, словно чья-то невидимая рука пытается предостеречь их от чего-то. Эти контрасты делают курган еще более загадочным и притягательным.
Именно такая двойственность часто становится источником вдохновения для писателей, художников и музыкантов, которые черпают из его образа идеи для своих произведений. Например, известный писатель из Новгородской области, имя которого не раз упоминалось в литературных кругах, создал целый цикл рассказов, посвященных кургану. В его произведениях курган предстает то как хранитель древних знаний, то как вратник между мирами живых и мертвых. Его герои сталкиваются с ситуациями, которые заставляют читателя задуматься о природе реальности и о том, где заканчивается правда и начинается вымысел. Этот автор часто говорил, что именно этот курган подарил ему самые яркие идеи, и он никогда не забудет те моменты, когда стоял у его подножия, чувствуя, как в голове рождаются новые сюжеты. Есть и другие примеры того, как Шумгара влияет на творческих людей. Один художник, приехавший сюда случайно, решил провести несколько дней в окрестностях кургана, чтобы написать серию пейзажей. Однако, работая над своими картинами, он начал замечать странные детали, которые раньше ускользали от его внимания. На его полотнах появились силуэты, которых он не видел в реальности, и тени, которые словно двигались самостоятельно. Когда он вернулся домой и показал свои работы друзьям, те были поражены тем, насколько глубоко и загадочно передана атмосфера этого места. С тех пор этот художник стал постоянным гостем в окрестностях кургана, и каждая его новая работа все больше погружает зрителя в мир тайн и фантазий. Но не только искусство и литература находят вдохновение в этом древнем кургане. Ученые также продолжают исследовать его, используя все более совершенные методы анализа. Например, недавно была проведена экспедиция, целью которой было изучение микроорганизмов, обитающих в почве вокруг холма. К удивлению исследователей, они обнаружили уникальные виды бактерий, которые до этого не встречались ни в одном другом месте на Земле. Это открытие вызвало множество вопросов. Каким образом эти микроорганизмы смогли адаптироваться к условиям этого региона? Имеют ли они какое-то отношение к истории кургана? И если да, то какое именно? Ответы на эти вопросы могут стать ключом к пониманию не только природы кургана, но и эволюции жизни на нашей планете. Кроме того, нельзя не упомянуть о роли кургана в развитии туризма в Новгородской области. Многие путешественники специально приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть это удивительное место. Они фотографируют его, делятся своими впечатлениями в социальных сетях и пишут отзывы, которые привлекают новых туристов. Однако важно отметить, что местные власти стараются сохранить первозданный вид кургана, ограничивая доступ к нему во избежание разрушения или загрязнения. Это делается для того, чтобы будущие поколения тоже могли насладиться его красотой и таинственностью. Тем не менее, не все туристы довольствуются лишь внешним осмотром холма. Некоторые из них пытаются организовать ночные походы к кургану, чтобы испытать на себе все те легенды, о которых они слышали. Конечно, такие действия не всегда безопасны, ведь леса вокруг кургана могут быть непредсказуемыми, особенно в темное время суток. Тем не менее, истории о тех, кто решился на такое приключение, добавляют еще больше загадочности к уже существующей мифологии. Одна из таких историй рассказывает о группе молодых людей, которые решили провести ночь у подножия кургана. Они взяли с собой фонарики, еду и фотоаппараты, чтобы запечатлеть все, что произойдет. Однако, когда наступила полночь, их оборудование внезапно перестало работать. Фонарики погасли, телефоны разрядились, а камеры отказались включаться. Группа была вынуждена провести ночь в абсолютной темноте, слушая странные звуки, доносящиеся снаружи. Утром, когда солнце встало, они обнаружили, что их вещи лежат на земле в полном беспорядке, а на деревьях вокруг кургана появились странные знаки, которых там раньше не было. Эта история быстро разлетелась по интернету и стала одной из самых популярных среди любителей мистики. Но не только туристы и исследователи интересуются Шумгарой. Местные жители, которые живут рядом с этим курганом, тоже имеют свою особую связь с ним. Для них он не просто исторический памятник, а часть их повседневной жизни. Они знают о нем гораздо больше, чем можно узнать из книг или научных статей. Например, многие из них утверждают, что весной, когда природа начинает пробуждаться, вокруг кургана можно услышать пение птиц, которое отличается от обычного. Оно кажется более мелодичным и гармоничным, словно природа сама хочет почтить это место. Кроме того,
Местные жители часто собирают растения и ягоды в окрестностях кургана, считая, что они обладают особыми целебными свойствами. Эти поверья передаются из поколения в поколение и становятся неотъемлемой частью культуры этого региона. Однако самое удивительное заключается в том, что курган продолжает меняться. Несмотря на то, что он существует уже тысячи лет, его форма и окружающий ландшафт постоянно меняются под воздействием природных факторов. Иногда после сильных дождей или ветров можно заметить, как склоны кургана принимают новые очертания, словно он живет своей собственной жизнью. Это явление вызывает множество споров среди ученых, которые пытаются понять, каким образом этот древний холм сохраняет свою структуру на протяжении столь долгого времени. Все эти факты, истории и легенды делают этот холм местом, которое невозможно забыть. Он словно магнит, притягивающий к себе людей со всего мира, независимо от их возраста, профессии или увлечений. Каждый, кто оказывается рядом с этим курганом, чувствует, что он стал частью чего-то большего, чем просто наблюдатель. Он становится участником истории, которая продолжает писаться до сих пор. Если вы хотите расширить свои знания об этом кургане, начните с простого, узнайте больше о его истории, географии и курганном значении. Посетите музеи, прочитайте книги, посмотрите документальные фильмы, поговорите с людьми, которые уже побывали там. Но главное, не бойтесь задавать вопросы и искать ответы. Ведь именно такие исследования помогают нам лучше понимать мир, в котором мы живем. Пусть Шунгара станет для вас не только источником вдохновения, но и поводом задуматься о том, как много еще остается неизведанным. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.